Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня я вам покажу, как я рисовала жабенка Гошу. Этот жабенок жил в нашей теплице. Мы его поймали, чтобы не перекопать землю вместе с ним. это обыкновенная жаба, Которая обитает в Подмосковье, зарывается в землю и так проводит время в зимней спячке. Ну а в апреле в теплице воздух очень сильно прогревается. и эти жабенки просыпаются. Намечаем композицию. Жабенок сидит, На лотках для рассады. Здесь немного уголочек у контейнера, на котором сидит лягушонок, загнут вверх. в фильме звучит моя авторская музыка. Пока я намечаю только контуры лотков для рассады, на которых сидит. Наш жабенок, жабенка мы назвали Гоша. Художники часто, ну и вообще свойственно это всем людям, придумывают имена и человеческие чувства животным, птицам. Но на самом деле у животных все устроено иначе. Этот жабенок оказался самым смелым из 4 пойманных нами жабят. Теплица. Он все время стремился убежать. Теперь сам жабенок. Анатомию строения жаб я не изучала. Как у них все построено. Сейчас посмотрим на деле. Почему-то клячку я не приготовила, но ну да ладно. Пальчиком вот так смажем. Очень интересные лапки у жаб этих. Сами жабы пупырчатые, такие мягенькие. Если чуть нажмешь, он начинает очень так пищать. Ему не нравится, чтоб его трогали. Мы не мучаем жабят. Они наши друзья и помощники в саду. Очень интересные у них глаза. Создается впечатление, что этот жабенок улыбается. Там локоточек такой идет. Тут кожные складки. И тут вот выемка у самого этого контейнера. И лапка нашего жабенка Приходится как раз на это место. Часть лапки находится в тени. Я вижу только вот 2 его передних пальца лапы. Тут имеются тоже фаланги, как у людей. В общем, очень интересные такие пальчики, как из фантастических фильмов. Может быть, кто-нибудь из вас не любит жабят. Но они очень симпатичные, живут своей жизнью. Возможно, я потом вот сниму, смонтирую фильм, как Жаба охотится за вылетающими из муравейника самками, будущими королевами муравьев. Их было в большом изобилии в конце где-то лета. Тут тоже пальчик. Жабенок выбрался из контейнера. И очень забавно сидит. Думаю, дальше стоит ли прыгать или опять его посадят в этот контейнер. Это очень умный жабенок. И шустрый. Вот я не знаю, кто шустрее. У жаб Самки или самцы. Может быть, кто-то из вас знает и хотел бы поделиться этой информацией, было бы очень познавательно. нужно жабенку сделать милую улыбку. Здесь у него такие надбровные дуги. Возможно, вот эти вот надбровные дуги защищают его от попадания земли. И у него интересные находятся вот здесь вот кожные складочки у ноздрей, которые немножко прикрывают сами ноздри, видимо, от попадания земли в них. Как бы мне сделать посимпатичнее. Вот у нас первый глазик. И вот второй глазик. Рисовать я буду карандашами Caran-d'Ache. Это английская марка. Наверное, самые лучшие пастельные карандаши, которыми я когда-либо рисовала. Но они очень даже не дешевые, сейчас в скором времени станут недоступные. Один глазик находится в тени, поэтому очень сложно прорисовать. Возможно, придется чуть подвинуть лапку, которую я уже нарисовала. Ну вот, пожалуй, Гоша схематично нарисован.
Так как я рисую на бумаге не абразивной, а на гладкой практически бумаге, есть, конечно, определенная текстура у этой бумаги. Это хорошая бумага. Рембрандт. Я уже о ней делала обзор на своем канале. Вы можете перейти по ссылке в описании ролика. Либо, если вы смотрите на Дзен, то поищите в подборке арт-материала. В сообществе ВКонтакте для участников сообщества это видео открыто. У меня практически получается темная часть композиции и более светлая часть, где у нас зеленеет весенняя травка. Начнем, наверное, с темного. Начну я, пожалуй, работать мелками Сен-Элье. Это французская пастель, которая мне очень нравится. Но если вы хотите послойно добавлять еще что-то поверх Сен-Элье, то поверх Сен-Элье, наверное, ляжет только шминки. Она еще более мягкая пастель. Мы сначала наметим, а уже после начнем растирать эту пастель. И, конечно, нам пригодятся салфетки для рук. Где-то у нас присутствуют теплые, а где-то очень холодные оттенки. Просто у меня нету таких оттенков, поэтому я буду сейчас сама их смешивать каким-то образом. Чтобы получить. Мы рисуем пластиковый контейнер, в котором сидит наш жабенок. Сразу определим границу контейнера нашего. Траву, всплески травы. Этот зеленый очень красивый цвет. Он нам в этом хорошо помогает. Жабенка мы пока не трогаем. Можно сразу наметить, где у нас светлые проходят оттенки. Их не так уж много у нас. Где-то в траве у нас присутствуют и теплые оттенки. И это способствует просвечиванию нашего фона. Вот в таком хаотичном порядке, как чувствуете, так и рисуйте. Где-то даже вот можно добавить желтые. Главное, чтобы нам вот этот оранжевый не мешал. Где-то есть капли холодных оттенков. Где-то здесь. Здесь, возможно, где-то тут. В то же время мне не хочется слишком сильно тут забивать все. Но мы еще можем вернуться к нашему фону. Здесь у нас тень. Не хватает мне этого набора. Видите, когда начинаешь растирать, пастель становится более теплая. И потом уже поверх можно будет добавить и холодные какие-то оттенки. Сен-Элье черный вот этот вот уголь немножко сыпется. Он не наносится жирно, как остальная пастель. Можно вот этим пальчиком мазнуть где-то в фоне, потому что там тоже есть такие темноватые акценты кое-где. Лишнее я сдуваю. Теперь перейдем к самому жабенку. Так как жабенок На фоне травы и вот этого контейнера находится, то
имеет немного фиолетоватую часть. Сейчас я найду нужный мне оттенок. У него светлая вот здесь вот пальчик. Здесь имеется. Меня спрашивали, как я рисую. Сначала светлые оттенки, потом темные. Или сначала темные, потом светлые. Я по-разному рисую. Зависит, конечно, от многих факторов. От бумаги, от того, что я хочу добиться. Ну, а здесь уже такой сложный серый цвет уходит. Он не такой светлый. Конечно, со цветом желательно тоже сразу определиться, чтобы потом не тратить время в его поисках. Кто-то считает, что пастель — это такой материал, который пачкается, но пока вы не испачкаетесь, ничего вы не создадите хорошего. Поэтому, если вы не любили в детстве ковыряться в песочнице, то пора начинать. Такой же цвет может присутствовать и здесь у нас. Ну, тоже опять-таки переусердствовать нам нельзя. Иначе можно всю красоту нам испортить. Это солнечные зайчики. Бывают такие. Видели, наверное. А где же наш жабенок? Мы так к нему практически и не приступили. Так, определяемся со светлыми местами жабенка. Я рисую практически тупыми карандашами. А жабенок наш симпатичненький такой. Здесь у нас потеплее. Вот очень сложно рисовать рептилий земноводных, потому что у них такая кожица своеобразная. У этого жабенка она пупырчатая. Неоднородная. Нету какой-то схемы, как это рисовать. Есть у него, конечно, и свет здесь. Берем оттенок похолоднее. Конечно, весь процесс очень сложно пояснять, что я делаю. Вы просто смотрите, пытайтесь вникнуть. Но каждый художник все равно рисует по-своему. У каждого художника своеобразные штрихи. Даже если вы все повторите за художником, у вас все равно получится своя работа. Давайте сначала проложим все тени, потом будем уже, наверное, уточнять все вот эти вот бугорочки, пупырышки. Нашего жабенка Гоши. Пока он у нас очень так контрастно смотрится, нам нужно все постепенно привести в общую. Наш жабенок начинает оживать. Но чтобы его полностью нарисовать, это нужно кучу времени потратить на каждую его часть, на каждый бугорок. Видите, поверх сомелье очень сложно здесь положить уже какой-либо цвет, даже если расстараться. Так, теперь мне, наверное, нужно общий тон тени, но он имеет такой интересный оттенок, зеленоватый, желтоватый.
Тут он тоже где-то есть. Так, нужно найти мне. Очень интересно такой темно-зеленый цвет. Потому что у жабенка вот здесь Темно-зеленый. Чешуйки здесь у него есть темно-зеленые. Немножко успокоим наш фон. вот такой жабенок Гоша у нас получился. Немножко успокоить надо здесь вот край нашей работы. Теперь можно поставить автограф. Будем думать, что наш жабенок будет жить хорошей жизнью. Не попадется никаким хищным птичкам. Будет служить в огороде верой и правдой. Ведь мы его спасли. Так, еще здесь вот чешуйка блестит у него. Как вам мой жабенок Гоша? Надеюсь, мой мастер-класс вам понравился. Ставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, чтобы не пропустить новые интересные публикации. И до новых встреч, друзья, в творческой студии Елены Тюриной.